Здравствуйте, друзья! Меня зовут Галина Дмитриева, я основатель компании Georgia Private Investment. 8 лет я в рынке, из них почти 6 на рынке недвижимости Грузии. И в этом видео я хочу поговорить с вами об одном интереснейшем проекте, нашем новом открытии, буквально жемчужинке, которая находится в Гонио, и это проект Travel Inn. Если вы досмотрите это видео до конца, то наверняка влюбитесь в этот проект так же, как в него влюбилась я, и обязательно выберете здесь свою квартиру на море. Друзья, если вы смотрели наши предыдущие видео, то наверняка заметили, что мы уже упоминали об этом проекте в одном из наших больших видеороликов в обзоре района Гонио, который находится в 15 минутах езды от Батуми. А теперь давайте поговорим о том, чем же так интересен этот проект. Ну, во-первых, я сама большой поклонник и фанат малоэтажного строительства и вообще люблю всякого рода небольшие закрытые клубные проекты, поэтому мы часто их обозреваем на наших каналах. И вот как раз Travel Inn один из таких уникальных проектов. В этом клубном доме всего 48 квартир, и, на мой взгляд, это действительно дополняет вот эту уединенную атмосферу Гонио. Здесь можно получить дополнительный бонус в виде такой тишины, покоя и вообще самых дружелюбных соседей, которых фактически вы можете выбрать себе сами, или, по крайней мере, познакомиться с ними уж точно у вас будет такая возможность. Берешь всю семью, друзей, близких, и всех сюда, пока есть места. Ну вот, кстати говоря, Максим так и сделал, собственно говоря. Наш менеджер Максим так и поступил. Он взял всю свою семью, близких, родителей, своего брата, и фактически каждому из них купил здесь квартиру. Так что почти весь третий этаж занят одной семьей. Значит, в комплексе всего 10 этажей, 48 квартир, и площади здесь формируются из разных вариантов. Практически каждый этаж имеет свою уникальную планировку. И чем выше, надо сказать, тем меньше квартир на этаже. Вот такой интересный бонус в квартирографии здесь можно получить, если вы захотите жить повыше с минимумом соседей. Площади квартир начинаются от 21 квадратного метра, ну и в принципе предела здесь практически нет. Можно взять целый пентхаус и владеть им вообще единолично на 10 этаже. Площадь пентхауса будет составлять 170 квадратных метров. Средняя площадь квартир 1+1 примерно 40, 42, 43 квадратных метра в зависимости от этажа и размера балкона. Они такой, на мой личный вкус и взгляд, во вменяемой норме относительно жилой площади. То есть нет ощущения, что ты переплачиваешь за какое-то баснословное количество метров неиспользуемых террас. Тем более, что уникальность архитектуры вообще этого объекта состоит в том, что все квартиры расположены на этаже в сторону моря, то есть фактически в сторону гор нет ни одной квартиры. Часть квартир, которые на нижних этажах, они располагаются во двор и имеют потрясающий вид на зону рекреации, на бассейн, вот на всю эту красоту, которая будет организована внизу. Ну а часть квартир, которая начинается уже с 4-го этажа, уже имеет вполне конкретные, понятные видовые характеристики на море. И не просто на море, а на закат, и это, конечно, не может не радовать глаз. И вот для нас, например, тоже это было как раз одним из критериев выбора квартиры в этом проекте, чтобы обязательно балкон выходил на закат. Это я таким образом слегка намекнула, что у нас тоже в этом проекте есть квартира. Да, так очень. Кто понял, тот понял, да. Вообще, что еще бы я хотела отдельно дополнить о локации, вот надо сказать, в Гонио есть много разных вариантов, где расположиться, можно уйти высоко в горы, и в связи с этим возникают некоторые сложности с тем, чтобы как вот спуститься вниз, как пройти к пляжу, там надо уже подразумевать себе какой-то транспорт, может быть велосипед или самокат, или какой-то еще вид, да, возможного транспорта, чтобы вот элементарно спуститься вниз к магазину или к морю. Можно выбрать себе, конечно же, большой апарт-отель непосредственно на первой линии и стать частью такого грандиозного комьюнити, большого туристического трафика, но это на ваш вкус и цвет. А вот улица, на которой находится проект Travel Inn, она как раз, на мой взгляд, совмещает какие-то уникальные в себе характеристики. Это очень маленькая, уютная улочка с Вимоне Кананелли, на которой располагаются небольшие, очень такие симпатичные, на мой взгляд, гестхаусы, симпатичные виллы, частные домовладения, мини-отели. И вот вся вот эта атмосфера здесь, кстати говоря, проект располагается с одним из небезызвестным в Аджарии проектом от компании «Европейские виллы». И вот такое соседство, оно тоже здесь добавляет определенных бонусов. В общем, здесь очень тихо,
очень уютно, и все, кто сюда приезжает, обязательно это отмечают, насколько эта улица отличается какой-то своей уникальной атмосферой. Ну и плюс ко всему, конечно, здесь до моря буквально вот по прямой, буквально 3 минуты пешком, тоже очень удобно. Наверное, первое место вот такое, где мне прям вспомнились мои любимые деревушки в Греции. Кстати, что-то напоминает, да, между прочим, здесь есть какие-то отсылки, мне кажется, вот, ну и плюс, конечно, потрясающие виды, вот эти наквариатские зеленые холмы, это, конечно, вообще, ну и свой собственный холм, который фактически вот здесь примыкает к балкону, это тоже отдельная роскошь. При том, что это очень небольшой проект, всего на такое малое количество квартир, да, мы понимаем, подразумеваем, что часть квартир будет объединена, и фактически скорее всего, владельцев и конкретных домовладений в итоге будет еще меньше, чем 48. И тем не менее, здесь предусмотрена довольно приятная и такая, я бы сказала, разнообразная инфраструктура для такого типа проекта. Здесь в обязательном порядке на территории будет организован бассейн, и его, в принципе, уже можно понять, как он будет выглядеть. Есть стопроцентная визуализация, да, на рендерах мы видим, как это будет реализовано. Здесь же на открытой вот этой летней территории большой будет организован летний кинотеатр под открытым небом, ну и, собственно, небольшой мини-бар для того, чтобы можно было напитки, да, себе заказать. И уже внутри дома обязательно будет организован ресторан. Вот такая понятная, незамысловатая, тем не менее, очень, ну, на мой взгляд, комфортная инфраструктура для того, чтобы вы, живя здесь или приезжая сюда в отпуск, чувствовали себя максимально довольными. Сами квартиры от застройщика будут сдаваться в кондиции зеленого плюс каркасов. Это фактически завершенный ремонт в квартире, то есть вам останется только зайти в вашу квартиру и завершить обстановку, меблировку на ваш вкус, по вашему усмотрению. Ну и, к слову, ее вы тоже можете заказать от застройщика для того, чтобы вообще лишить себя всяческих по этому поводу хлопот. Что касается ремонта, что будет входить вот в этот самый ремонт? Это действительно полный завершенный ремонт в вашей квартире. Облицовка стен, покрытие пола, выведенные точки подключения все, то есть я имею в виду сейчас, давайте по-русски, розетки, выключатели, полностью сделанное в квартире освещение и в обязательном порядке отделанный санузел, полностью облицованный плиткой, то есть вам останется внести в квартиру только мебель, технику и сантехнику. Много вопросов нам задают о том, будет ли здесь газ. Нет, этот дом не газифицированный, однако отопление здесь будет решено с помощью сплит-систем. По личному опыту могу сказать, что это довольно удобная система отопления. Мы жили в аналогичном комплексе с аналогичной системой в Батуми, и на первой линии при этом, и никаких сложностей не испытывали, было всю зиму тепло, сухо, и в принципе мы ее включали, ну не могу сказать, что какое-то длительное время в течение этого сезона. Поэтому в целом она обеспечивает достаточное отопление, достаточную сухость воздуха для того, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно. При этом горячее водоснабжение будет обеспечено от центральной котельной, так что тоже никаких забот и хлопот по этому поводу. Также важные вопросы нам задают, все-таки какая будет концепция у этого дома, будет ли это в связи с тем, что это не газифицированная ситуация, будет ли это дом или апарт-отель. Ну вот давайте так сформулируем, с точки зрения наличие или отсутствие газа, да, можно сказать, что это апарт-отель, но с точки зрения юридического статуса это квартира, поэтому соответствующая тарификация, я сейчас говорю про свет, электроэнергию, да, про водоснабжение и так далее, вот эти все вещи будут начисляться по обыкновенному тарифу для физических лиц, так что тоже никаких дополнительных сложностей здесь. Теперь давайте поговорим, наверное, про управление, да, то есть если мы говорим про концепцию квартиры, тем не менее, что здесь будет реализовано с точки зрения менеджмента в этом проекте. Вы можете приобрести эту квартиру с двумя вариантами назначения. Вы можете жить в ней самостоятельно или вы можете ее сдавать. Никаких ограничений по поводу сроков пребывания, вашего личного пребывания в квартире наложено не будет, но тем не менее нужно понимать, что сдача в аренду возможна только с помощью управляющей компании. В целом такое ограничение вполне разумно, потому что оно обеспечит соответствующий порядок с точки зрения прибытия и убытия гостей, с точки зрения поддержания какого-то элементарного порядка и чистоты внутри комплекса, на бассейне и так далее, и так далее. Так что я думаю, что эта концепция вполне разумна и оправдана. Я думаю, что вообще вот эта история, когда люди удивляются, да, например, а как мы должны там вот, почему только с управляющей компанией, ну вот надо сказать, вся Турция живет по этому принципу. То есть там мимо какого-то домкома, да, условно говоря, муха не пролетит, ни в коем случае нельзя там каким-то образом пересдавать, хотя в известные времена такие умники там находились, такие вещи там вытворяли, но тем не менее как-то вот это все пресекалось на корню и никоим образом не разрешалось.
Так что здесь тоже для поддержания порядка будет так реализовано. По инвестициям, ну, собственно говоря, да, я думаю, что этот проект интересен не только для покупателей, конечно, для физических лиц, для тех, кто выбирает себе гонию для жизни или летнего, или зимнего, в том числе, отдыха, но, в общем-то, он вполне подойдет для инвесторов. И объясню почему. Потому что объектов такого типа в Гонио все еще очень мало, то есть, в принципе, это не конкурентная среда, и несмотря на то, что сюда прибывают большие крупные бренды с хорошей инфраструктурой, с богатой, да, там, с какими-то спа-центрами, собственными бассейнами, ресторанами и так далее, тем не менее, вот таких клубных мини-домов, мини-отелей, или там, как хотите это назовите для себя, их здесь все еще очень мало, особенно с такой инфраструктурой, которую предлагает Travel-in. Поэтому, с точки зрения сдачи в аренду, у нас есть 3 основных сценария, как будет заполняться, как будет сдаваться и какая будет доходность. Вы эту доходность можете получить, запросив ее по контактам в описании к этому видео. Всю эту информацию обязательно пришлют вам менеджеры отдела продаж. Мое личное экспертное мнение, не только как человека, вкладывающегося в этот проект, но и в целом как профессионал рынка, я думаю, что стоимость и ценность этого проекта, конечно же, будет расти, и опять-таки нам здесь в помощь прибывающие сюда международные отельные бренды, которые будут в целом взращивать статус Гонио как района, а не только отдельно конкретного взятого объекта. Ну и важная информация. Сегодня, в день съемки этого видео, у нас проходит презентация, и кадры ее обязательно появятся где-то вот буквально в следующие секунды. Презентация проекта на площадке, мы приглашаем большое количество гостей, и сразу после презентации цены на этот объект вырастут. Буквально в ближайшие 10 дней рост цен обещается от 50 до 100 долларов за квадратный метр. Так что у вас буквально осталось несколько дней. Давайте определим дату 25 июля. У вас будет возможность для того, чтобы как можно скорее забронировать свою квартиру по старой цене, выбрать свой лот, если он еще останется после презентации. Схема покупки, давайте поговорим про деньги, да, непосредственно к этой теме мы уже перешли. Значит, цена в зеленом каркасе, в зеленом плюс каркасе, в том самом завершенном ремонте, начинается от 1300 долларов за метр. Ну и, соответственно, растет в зависимости от этажа. При этом можно купить по очень удобной схеме, можно сделать сегодня первоначальный взнос 30%, а потом платить в течение некоторого времени рассрочку, и вот когда вы сможете накопить 40 или 50%, уже обратиться в банк для получения ипотеки. По нашим прикидкам и по заверениям застройщика проект будет завершен через год, то есть уже следующим летом у вас будет возможность пользоваться и у нас вместе с вами, жить здесь самостоятельно, либо же сдать его в аренду и фактически платежами от аренды перекрывать платежи по рассрочке. Вот такая удобная схема покупки, она, в общем-то, делает этот проект как можно более доступным для всех, кто пожелает стать нашим соседом. Ну что ж, друзья, я, как всегда, призываю вас подписаться на все наши каналы, на наш YouTube-канал, если еще не, поставить лайк, колокольчик, подписаться на наши Telegram-каналы и обязательно следить за новостями, для того, чтобы не пропустить самые интересные новости, обновления о проектах Грузии, в частности, о проекте Travel-in. Ну и, как всегда, до встречи в Грузии!